Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет влог. Сегодня я хочу с вами поделиться вот этим вот замечательным шкафчиком, рассказать, где я его приобрел, как я его приобрел, что пришлось пережить. В общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца и всем приятного просмотра. Ну вот, наконец-то привезли шкаф. Сейчас будем собирать конструктор Лего. Шкаф будет беленький. Стоять он будет вот здесь в углу. Сейчас все вам покажу. Вот они, коробочки. Все вроде бы целое. Ну, по крайней мере, надеюсь, я так мельком посмотрел. 3 больших зеркала вот такие вот будут. И запчасти. Конструктор Лего, блядь, целый. И целая коробка еще запчастей. Ну, посмотрим. Лишь бы все на месте было. То, может быть, косяк всякий бывает. Вдруг чего-то не хватит. Ну, с Богом. Процесс идет. Шкаф собирается, но как получится, не знаю. Что? Ага. Дашка, это тебе трехкомнатная квартира в пятиэтажном доме. Во, как я придумал. Ну вот, первый этап закончился. Остались двери и выдвигушки, наверное, самое сложное. Ну а так, в принципе, вроде бы все нормально. Встал. Есть маленькие погрешности. Здесь вот трещинка. Трещинка доски не вижу я здесь. В смысле, ее не видно на камере, но она там есть, трещинка. Ну и когда собирали, была проблема в том, что вот эти вот места, оно даже вот здесь вот, видите, выпирает. Ну, есть косяки. Ну, а так, в целом, посмотрим, как еще дальше пойдет сборка непосредственно дверей и шкафчиков. Работа кипит. Если вы сейчас пытаетесь рассмотреть, что находится сзади меня, лучше не смотрите. Там бардак бардаком. Лучше смотрите в шкаф. Итак, в общем, собрали мы этот шкаф за 2 дня. Так как вечером его собирали уже, было поздно, не получилось собрать его за день. Ну, потом начались выходные. И, в общем, как-то так. В общем, по эскизу можно было сделать, чтобы зеркало было по краям, а посередине был шкафчик. Ну, так как это Лего конструктор, решил, что все-таки у меня здесь вход в опочивальню. И дверь, хоть и будет, конечно, стоять внизу блокиратор, блок, чтобы дверь не долбилась в шкаф. Вот. Ну, в общем, решил здесь зеркало не ставить, как говорится, береженого Бог бережет. Вот. И, в общем, знаете, как-то увеличилось пространство, когда с зала смотришь. Пространство увеличилось, пространство. В общем, еще нужно будет приобрести какую-то прихожку, ну, чтобы можно было присесть, обуться. В общем, пока вот как-то так, друзья, будет. В общем, давайте посмотрим, что тут есть. В общем, здесь опять дверей. Среднюю, давайте дверь среднюю покажу. Средняя дверь — это вот такая вот полочка. Раз, два, три, четыре, пять. 5 полочек. Ой, наконец-то я со шкафом. А тут мне этот бардак уже задрал. В общем, вот. Буду как-то вот так отбегать, показывать вам. Ну, в общем, я счастлив, друзья. Я на самом деле этот шкаф... Я очень долгое время не мог найти шкаф в коридор. Сначала я хотел заказать у знакомого. У меня был знакомый, который занимался мебелью, но, к сожалению, сейчас он уже не занимается. Я хотел сделать на заказ. Но вы знаете, на заказ получается, что очень дорого заказывать. Я был приятно удивлен, что, оказывается, можно приобрести за такие смешные деньги целый шкаф. В наше время, друзья, я отдал за него 142 тысячи тенге, но, внимание, 10% мне вернулись бонусом. Ну, кто приобретал какие-то продукты на Каспи KZ, знают, да, что иногда на какие-то
продукты делают бонусы. И вот я его приобрел с бонусом минус 10%. Это, короче, 130 тысяч мне обошелся этот шкаф. В общем, вот здесь вот будет висеть такая вот верхняя одежда, под обувь, полочка. Ну и последняя полочка, где немножечко, конечно, пришлось... По-моему, ручка одна выше, другая ниже. Точно. Косяк. Прям я увидел прям этот косяк. Здесь, в общем, вот такая вот абсолютно одинаковая, как с той. Но единственное, что здесь есть внизу полочка. Я вот только не могу понять производителя, какого хрена они сделали вот такой дизайн. То есть по бокам, видите, есть вот такие пространства, они ничем не закрываются. Ну, понятно, что я их в любом случае буду использовать. Сюда прекрасно войдет бутылка шампанского. Ну, что-то типа такого. И вот два таких вот выдвижных ящичка. Здесь немножко пришлось попотеть. Собирали сами с другом, поэтому, вот видите, назад они без доводчика. То есть им надо помогать. В общем, вот такие два шкафчика. А сами вот эти дверки, они идут с доводчиком. Они, конечно, они закрываются. В общем, я рад. Всех запчастей хватило. Даже какие-то были небольшие, вот дополнительно какие-то были вложены запчасти, что если вдруг потеряется. Я, когда мы собирали, обнаружил, была трещина. Была трещина вот здесь вот, но ее сотовый телефон не передает. И ее визуально не видно, так как шкаф белый. Вот на этом белом фоне эта трещинка прям теряется. И знаете, еще был косяк. Я когда открывал, где-то вот... вот, друзья, вот, смотрите, видите, вот такие незначительные, конечно, вмятины. Боже мой, ну мы же ведь хотели эту стенку, чтобы она была вон с той стороны. Но знаете, подгоняли все доски, очень было сложно собирать. Ну, в общем, вот они, вот этот косяк. Была бумага, и на бумаге прям вот эти точки были пробиты. Это, знаете, это такой минус. Это минус, когда ты заказываешь мебель через интернет. Вот. А так, в принципе, как-то вот так. Я очень счастлив и очень приятно удивлен, что через интернет можно было заказать, найти вот такой недорогой шкаф. И теперь давайте я с вами поделюсь, где я его приобрел. Еще покажу вам. И под этим видео, в описании этого видео, я обязательно оставлю вам ссылку, но вдруг вам тоже захочется его приобрести. Вот видите, о чем я вам и говорил. То есть его можно приобрести сейчас в рассрочку. Когда я приобретал, рассрочки на него не было. И 5 бонусов. Ну, знаете, какой интересный лайфхак я вам хочу открыть. Когда я этот шкаф приобретал, у меня стояло 5% бонуса. Но почему-то я решил попробовать с другого телефона зайти и посмотреть. И я был приятно удивлен. В общем, у моего друга этот же шкаф почему-то стоял 10% бонусов. Но это, конечно, вопрос к Каспию магазину. В общем, знаете, хотел бы вам сделать такой вот лайфхак. Прежде чем заказываете, смотрите, если у вас какие-то родственники, друзья и близкие. В общем, я этот шкаф заказал через друга, потому что у него было 10% бонуса, а у меня 5%. То есть это как-то распределяет, наверное, Каспий магазин, я не знаю. В общем, вот ссылочку я вам скину на этого продавца. Я очень доволен, потому что этот продавец сразу, незамедлительно отправили мне шкаф. Но хочу сказать, что смотрите, шкаф сейчас этот стоит 148 тысяч тенге. Ну и здесь опять же 5%. Но я вот почему-то уверен, что кому-то будет 10% бонуса. Поэтому будьте внимательны, смотрите. Вот, но здесь есть такая функция на Каспи. Я думаю, что, наверное, Каспи магазин многие знают. Здесь, так, я не вижу. Вот. То есть, смотрите, этот шкаф можно приобрести у разных людей, но почему-то они сильно цена
разница, что есть прям за 183 тысячи, а есть прям за 388 тысяч. Но он таких денег не стоит, но это правда. Вот ему действительно грош цена, 100 тысяч тенге, друзья. Что самое интересное? Теперь о плохом, друзья. У меня через Каспий магазин стояла доставка на 27 августа. 27 августа я отпросился. Я попросил еще знакомого, потому что переживал, вдруг самим надо будет поднимать этот шкаф. Все-таки вдруг вообще пишут, что доставка только до двери, ой, до подъезда. Но все-таки грузчики подняли. Все-таки были грузчики с доставкой, и они подняли этот шкаф. Ну ладно, в общем, 27 числа, уже в 6 часов вечера, я звоню, ну, вернее, пишу в Каспий магазин и спрашиваю, ну, подскажите, пожалуйста, когда будет шкаф? У вас написано, что доставка сегодня, 27-го. Мне, знаете, монотонно отвечают. Ожидайте, значит, сегодня и будет. Вот так вот. В итоге я добился, я спросил, сказали, что до 8 часов или до 9 вечера в Каспий магазине осуществляется доставка до 9 вечера. И вы знаете, шкаф не пришел. Дальше последовали выходные, праздничный день, День Конституции. И в итоге мне шкаф позвонил курьер 3 сентября или 2 сентября. Ой, 1 сентября, друзья, прошу прощения. 1 сентября мне позвонил курьер. И знаете, что самое интересное? Он позвонил, что когда вам привезти, ну, я такой, ну, конечно же, вы, блядь, проснулись, когда нам привезти. Ну, я, конечно, хотел договориться с курьером, чтобы он мне привез шкаф после 7 вечера, когда я приду с работы. Курьер наглым, понимаете, наглым образом, его это вообще не волнует, он наемник, он не сотрудник Каспий доставки, Каспий курьера. Он просто наемный человек, и он сейчас этот шкаф выбросит где-нибудь на улице, и до свидания. Но я, конечно, шучу, выбросить он не выбросит, потому что я же его должен получить. И мы с ним договариваемся на 11 часов дня, я отпрошусь, к 11 часам я приеду и вас встречу. Как вы думаете? Он мне звонит в 10 часов. Я, говорит, приехал, где вы? В общем, знаете, я, конечно, буду оставлять отзыв самый ужасный. И что самое обидное, когда обращаешься в Каспий магазин, вот с этой претензией, что ваш курьер мало того, что опоздали, мало того, что никто нормально так и не ответил сроки доставки, так еще этот курьер отлаял меня, хорошо не отматерил. Ой, это, знаете, вот вообще неприятно. Я, конечно, благодарен вот этому магазину, у кого я приобрел этот шкаф, но вот Каспий доставка, извините, вы сильно испортились. Наверное, это из-за того, что вы стали монополистами, да, в Казахстане. То, что людям как бы, ну не то, что деваться некуда. Деваться есть всегда куда. Но это действительно очень удобно. Зашел, заказал, там, рассрочка и тому подобного. Но я очень недоволен. Я буду обращаться дальше, потому что, когда я приобретал сотовый телефон, мне его пулей доставили. Но вот со шкафом, конечно, мы попотели, друзья. Очень было неприятно. И самое обидное, еще раз хочу подчеркнуть, что Каспий магазин, они испортились, знаете, в каком еще плане? У них все на автомате. Когда ты пишешь в магазин, да, в магазин комментарий, отвечает сначала робот, потом переключают тебя на менеджера, и у менеджера стандартные слова: ожидайте, до свидания, ожидайте, до свидания. Куда мне написать жалобу? Кто отвечает за доставку? По чьей причине? Это, знаете, ну, обидно, да? Я же тоже человек рабочий. Я вот курьеру говорю то, что 27 числа я отпросился с работы, мне не заплатили заработную плату, я просрал этот день, я ждал вас, вы мне шкаф не привезли. Теперь вы мне ставите условия, что я должен прямо сейчас бросить всю свою работу и бежать быстрее принимать шкаф.
Ну, он мне ответил, это ваши проблемы. Я наемный человек, поэтому хотите шкаф, придете и получаете его быстрее сейчас. Мне вас ждать некогда. Представляете? Вот у нас доставка, курьерская доставка очень сильно хромает. Друзья, учиться и учить, наверное, у многих разных фирм заниматься доставкой. В общем, друзья, вот такая вот история, вот такой вот шкаф. Я очень счастлив, наконец-то, что этот шкаф я приобрел. Снимаю на новый телефон. Кстати, как вам новое качество видео, боже мой. Вот, поэтому очень рад, что я этот шкаф приобрел. Как бы туго не было, я вам все равно рекомендую, не торопитесь, не покупайте в магазине эти вещи, полазите на Каспи магазине. Вот у меня в моем городе, в Усть-Каменогорске, очень дорого, все очень дорого. Я даже телефон приобрел в Алма-Ате. И мне вот с Алматы он пришел в Усть-Каман. Потому что в Усть-Камане этот телефон на 50 тысяч дороже был. Я не знаю. Живу в жопе мира, друзья. Поэтому, если вы из Усть-Каменогорска, вам всем привет. Рекомендую, не торопитесь. И сейчас вот прихожку я буду тоже искать на Каспи магазине. Ну, раз уж они монополисты, буду все равно искать у них и заказывать через них, потому что это очень удобно. И в плане того, что можно сэкономить. Потому что у нас в магазине этот шкаф стоил 160 тысяч тенге, когда я выбирал продавцов. Поэтому я выбрал самого дешевого продавца. И вот этот шкаф мне прислали с Шымкента, друзья. Вот, такие вот дела. В общем, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пишите свой отзыв, понравился вам шкаф или нет. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.